never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling. Can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling. I'ma keep on falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Миттава корпус Cougar Panzer G. Внешне выглядит брутально и массивно, ну и как по мне напоминает своим видом космический корабль. Хотя его также можно назвать рыцарем в закаленных доспехах. В общем, заваривайте чаек или кофеек, запасайтесь вкусняшками и давайте уже знакомиться с ним поближе. Итак, габариты корпуса составляют: длина 520, ширина с учетом выступающих винтов 224 мм, высота 565 мм, вес корпуса с комплектом крепежа 11,6 кг. Я не зря назвал данный корпус рыцарем в закаленных доспехах, так как у него не только боковые панели выполнены из тонированного закаленного стекла, но также центральная часть передней и верхней. Толщина стекла 4 мм. Каждая из этих панелей закреплена с помощью 4 крупных винтов с накатанной головкой. Как видно, они имеют резиновую проставку, дабы не соприкасаться со стеклом. В местах крепления панелей к корпусу используются резиновые Т-образные втулки. Фронтальная и верхняя стеклянные панели сделаны не прямоугольными, а имеют сложную форму. Как по мне, после снятия этих панелей за счет открывшихся нашему взгляду вот этих крупных сот, корпус стал выглядеть еще более брутально. Левая и правая панели практически квадратные. Размер 440 на 445 мм. На каждой из них присутствует наклейка с иллюстрацией того, как панель снимать или устанавливать на место. Панель управления расположена в передней части верхней крышки и является ее неотъемлемой частью. Слева направо здесь расположились два разъема USB 2.0, пара аудиогнезд и два разъема USB 3.0. Над ними находится кнопка включения со встроенным в нее светодиодом. Немного левее расположилась кнопка перезагрузки. Индикатор дисковой активности вынесен на фронтальную панель и выполнен в виде горизонтальной линии. Кабели для подключения разъемов и кнопок достаточно длинные, так что трудностей в их размещении и подключении быть не должно. На стыках верхней, передней и нижней крышек, которые, к слову, выполнены из крепкого пластика, любопытный пользователь сразу заметит винты со шлицом под шестигранник, и ему может показаться, что их нужно выкрутить, дабы была возможность отсоединить эти крышки от шасси корпуса. Так вот, пытаться их откручивать не нужно. В данном случае это элемент декора. Сами крышки крепятся к корпусу за счет стандартных защелок. При установленных стеклянных панелях на верхней и передней крышках ситуация с вентиляцией такова. Забор воздуха с передней крышки будет происходить через вот эти отверстия в центре и прорези по бокам. Выброс нагретого воздуха через верхнюю панель будет выглядеть аналогично. И в таком варианте у меня есть сомнение, что даже при наличии максимально возможного количества производительных вентиляторов можно будет обеспечить нормальное охлаждение для компьютера с горячими комплектующими. Однако я предполагаю, ситуация должна измениться в лучшую сторону, если стеклянные панели убрать. Но мы не будем гадать, а я просто переложу свою комплектуху в данный корпус и проверю оба варианта. Результат будет в конце данного ролика. Что спереди, что сверху имеется пылевой фильтр на магните, который можно размещать хоть снаружи шасси корпуса, хоть изнутри. Все будет зависеть от того, как вы решите разместить охлаждающие элементы. Общая схема возможного размещения охлаждения перед вами. Получается, что на передней и верхней частях шасси корпуса можно разместить либо 3 120 мм вентилятора, либо 2 140. Поддерживается установка радиаторов СЖО на 120, 140, 240, 280 и 360 мм. На нижней и задней частях поместится по одному 120 мм вентилятору или радиатору. А сейчас внимание, важная информация по установке на переднюю панель СЖО с радиатором на 280 мм. Крепежные отверстия позволяют без проблем установить снаружи передней панели 2 140 мм вентилятора. Но изнутри это сделать невозможно, из-за вот этой внутренней стенки. То же самое происходит и с радиатором. Как видите, он в нее просто упирается, и закрепить радиатор в крепежное отверстие не представляется возможным. А других крепежных отверстий под 280-ку здесь не предусмотрено. Учитывая это, выходит, что и 140 мм радиатор сюда тоже не установить. Так что будьте внимательны, я вас предупредил. В комплекте с корпусом поставляются 3 вентилятора Cougar Vortex FR120 с постоянной подсветкой красного цвета. Выполнены они на подшипнике скольжения. Максимальная скорость заявлена в 1200 оборотов в минуту. Подключение 3 пин. К сожалению, контроллера для управления скоростью их вращения в комплекте с корпусом не предусмотрено. На задней панели ситуация стандартная. Правее от отверстия под заглушку для материнки находится посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО. Ниже идут 7 горизонтальных съемных заглушек для видеокарты и периферии. Все они имеют перфорацию в виде пчелиных сот. Прижимная планка присутствует. Закреплена 2 винтами.
Блок питания устанавливается через адаптер, идущий в комплекте с корпусом. Процесс установки блока должны облегчить пластиковые выступы, установленные на днище корпуса, вот только на роль демпферов они явно не годятся. Максимально поддерживаемая длина блока питания, заявленная производителем, равна 220 мм. Мягкие ножки на нижней съемной пластиковой крышке присутствуют. Высота крышки с ножками 60 мм. На нижней части шасси корпуса видны два пылевых фильтра. Один расположен под блоком питания, а другой под местом установки опционального вентилятора. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX и ATX. Также заявлена поддержка установки серверных материнских платформ фактора SEP. 9 стоек под материнку уже установлены на свои места, и еще 2 лежат в пакетике с доп. Крепежом. Вот так выглядит весь комплект. Жаль, стяжек маловато, всего 4 штучки. Для укладки кабеля между поддоном для материнки и правой стеклянной панелью предусмотрено от 15 до 30 мм свободного пространства. Толщина металла корпуса 0,7 мм. По жесткости конструкции у меня вопросов нет. Максимальная длина видеокарт производителем указана в 425 мм без установки фронтальных вентиляторов и 400 мм, если такие вентиляторы установлены. Однако штатные вентиляторы крепятся снаружи шасси и никоим образом не мешают установке видеокарты. Скорее всего, здесь имеется в виду, что 400 мм это если вентиляторы будут установлены с внутренней стороны шасси корпуса. По моим замерам, общая длина свободного места от задней стенки до передней здесь получается 435 мм. Для процессорного кулера заявлена максимальная высота 160 мм. Однако по моим замерам здесь должен поместиться кулер высотой даже в 170 мм. С такой высотой у меня кулера в наличии нет, зато есть Deepcool AS500, у которого высота 165 мм. Вот им-то я после переноса в данный корпус моей комплектухи и проверю возможную высоту процессорного кулера. Итог узнаете в конце видео. Блок питания закрыт кожухом, сбоку на нем нанесен логотип и название производителя. Сверху есть два довольно крупных отверстия для проводов возле поддона материнской платы, и еще одно поменьше, хорошо подходящее для кабелей питания видеокарты. Вырез на кожухе спереди имеет глубину примерно 160 мм. Расстояние от края материнки до верхней части корпуса здесь примерно получается равным 30 мм. Привычной корзины для накопителей в корпусе нет. Для размещения накопителей здесь предусмотрено 6 съемных рамок, 4 из которых подходят только для 2,5 дюймовых накопителей, а остальные 2 универсальные, то есть подойдут и для 2,5 и для 3,5 дюймовых накопителей. Система крепления у всех рамок одинаковая. Они вставляются в пазы и затем закрепляются с помощью одного винта с накатанной головкой. Винт из рамки самопроизвольно не выпадает, поэтому потерять его будет достаточно сложно. Резиновых демпферов на рамках не предусмотрено. Общая схема расположения накопителей перед вами, и по моему мнению для рядового пользователя этого будет более чем достаточно. Все отверстия для кабель менеджмента качественно завальцованы. Предусмотрено также множество выступов для крепления кабелей стяжками. В процессе сборки у меня каких-то серьезных сложностей не возникло, разве что времени это заняло больше, чем обычно, дабы более-менее нормально разобраться с кабель менеджментом. Хорошо, что у моего блока мягкие плоские кабели, с ними работать здесь было одно удовольствие. Если же у вас кабели в блоке жесткие, да еще и в дубовой термоусадке, то я думаю, здесь вам придется изрядно повозиться, чтобы их аккуратно уложить. Тем более, если у вас такое же количество накопителей, как у меня. Все-таки места за задней стенкой не везде столько, сколько бы хотелось. Как я и предполагал, кулер высотой 165 мм влез вообще без проблем. Я думаю, что и 168 мм будет норм. А вот если больше, то он скорее всего упрется в стекло. Предустановленные вентиляторы порадовали. На максимальных оборотах даже со снятым передним стеклом они не выделяются из общей звуковой картины. Подсветка на 5 вольтах у них работает, понятное дело, тускловато. Для сравнения вот так светят на 12. Ну и наконец давайте дадим нагрузку и посмотрим на температуры процессора и видеокарты в зависимости от количества установленного стекла на данном корпусе. Схема охлаждения такая. 3 120 мм вентилятора работают на вдув с передней панели. И еще 3 120 дополнительно установленные мною, 2 сверху и 1 на задней панели, работают на выдув. Задние вертятся на примерно 900 оборотах, остальные на своих максимальных 1200. Процессор Intel Core i5-8600K разогнан до 4,7 ГГц, напряжение 1,3 вольта, охлаждается кулером Deepcool AS500. Видеокарта GTX 1080 от MSI в исполнении Gaming X. После 20 минут стресс-теста AIDA 64 в полностью запакованном корпусе, температура процессора достигла 90 градусов, и видеокарта прогрелась до 69. Решил посмотреть, что будет, если убрать пылевые фильтры спереди и сверху. Также 20 минут стресс-теста, и результат почти такой же, 90 градусов проц, видяха 68. Убираю стекло сверху и спереди, фильтры возвращаю обратно в корпус. Время теста тоже. Как и ожидалось, проц 80 градусов, видяха 66. Разница с запакованным вариантом составила минус 10 градусов проц и минус 3 градуса видяха. Ну и вариант без стекол и фильтров сверху и спереди я тоже проверил. 76 градусов проц, 62 видяха. В общем, что хочу сказать про корпус. Внешне выглядит, по моему скромному мнению, отлично. Количество стекла просто зашкаливает.
Собран качественно, есть возможность поэкспериментировать с внешним видом и охлаждением. Производительные габаритные комплектующие не проблема. Кулер для процессора высотой 165 мм влез без проблем, хотя заявлено 160. Однако очень не хватает в нем реобаса для вентиляторов, минимум на 6 портов, а лучше на 8, чтобы можно было не переживать, куда их подключать. Ну и по поводу 280 мм водянки на передней панели, информацию на сайте стоило бы подкорректировать. Ну а на этом у меня все. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Всем удачи, добра, здоровья и хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!